вот я стану. Вот вы видите, как бутылка сжимается, и приготовились. Внимание! Как вы видите, нету ни одного пузырика воздуха. Весь воздух в бутылку поступал через приточку. Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. С вами Олег Михайлович. Я печник-блогер. Сейчас я нахожусь на своей даче и хочу сразу рассказать вам о своем барбекю-комплексе. Здесь у меня помпейская печка, ну или русская печка. Можно хлеб выпекать, мясо, подвешивать на крючках. В общем, супер печка, духовка. Мангал, метровый портал, двойной зуб, освещение. И печка под казан. Прошу любить и жаловать, да? Под максимальный размер казана 22 литра. Ну и давайте же приступим к растопке на холодную. Кстати, сейчас у нас минус 5 градусов в Майкопе. И барбекю не протоплен. Сейчас я вытащу золу и приступим к растопке мангала. И сразу вы увидите, надо прогревать дымоход или не надо. Или вообще что с ним надо делать. Или же можно прям так сразу. Раз зажег и сразу будет все работать. Давайте посмотрим, как все происходит на практике. Пуск на холодную. Давайте посмотрим, как срабатывает все. Будет ли дымить. Напоминаю, приточки у меня пока нету. Растапливаем. И смотрим. Давайте вот так даже сниму камеру. И сразу вот смотрим, дым уходит в трубу или нет. Я думаю, так все понятно, что дым в трубу идет и ни в какой мангал сюда не вываливает. Ну и давайте я вам покажу на улице. И вот, собственно говоря, труба. Ветерок небольшой дует. Ну, в общем, вот так. Что тут еще показывать? Показывать нечего, все работает. Значит, друзья, пока прогорает костер наш, готовятся угли, хочу пару слов буквально сказать о приточном канале в закрытую барбекю-зону. Ну или в помещение, или в беседку, неважно. В то место, в то помещение, где у вас установлен открытый мангал. Обязательно нужен приток воздуха в само помещение. Можно установить приток воздуха и непосредственно в сам барбекю, в мангал. Но это очень сложно сделать эту трубу, выходы здесь сделать. Еще, возможно, они не будут работать. Поэтому приточку делают в саму беседку. Так, выключим пока горелочку. Для чего? Эта информация, наверное, в первую очередь касается, важна для заказчиков, для вас, клиенты, кто нанимает печников. Зачем же нужен приток воздуха? Бывают такие форс-мажоры, когда печник объясняет заказчику, что надо, чтобы поступал воздух. Заказчик упирается, говорит, нафига он мне нужен холодный воздух в помещении, когда на улице минус 40, там, допустим, и ему в лицо или в затылок дует этот сквозняк. Он сопротивляется. Но, друзья, без притока воздуха не будет работать мангал. Объясняю, что происходит. Вы сами видите, дым уходит в трубу. Создается, то есть заталкивает дым, холодный воздух, который идет с беседки. И он, соответственно, вылетает в трубу. То есть воздух покидает беседку. И что в этот момент происходит? Меняется давление воздуха в помещении и на улице. Так вот, этот баланс надо восполнить именно за счет притока воздуха в помещении.
Сколько его вышло, столько и должно зайти. Это закон физики, ребята. Вы от него никуда не денетесь. Другое дело, там холодный он. Допустим, есть решение поставить клапан с вентилятором и с подогревом. Вся эта техника продается в интернете. Можете набрать, загуглить, выбрать по объему, по мощности и по цене. Но без приточного канала мангал работать не будет. Сейчас я вам продемонстрирую, как работает перепад давления на практике. Вы не удивляйтесь, но буду демонстрировать на примере бутылки с водой. Допустим, это помещение, ну или комната, где находится камин. Значит, это у нас дымоход, это воздух, который находится в помещении. Сейчас мы посмотрим, как будет выходить воздух из помещения через дымоход без приточного канала. Вот так вот я стану. Вот вы видите, как бутылка сжимается. И, ну, вы видели, ребята, да, как вода выходила из бутылки, сжималась емкость, то есть давление менялось. Понятно, что не было притока воздуха. Посмотрите, отверстие примерно такое же, как выходное отверстие. И посмотрим, что теперь будет происходить с бутылкой. То есть бутылка у нас олицетворяет, да, или служит примером помещения. То есть как будет действовать давление, если будет приточный канал. Будет ли бутылка сжиматься? Если будет, то насколько и вообще как это будет выглядеть. То есть сейчас я переворачиваю бутылку, и мы посмотрим, как вытекает вода из бутылки. То есть это будет примером, как дым выходит из мангала. Без наличия приточного канала будет возникать разница давления воздуха внутри помещения и на улице. И это компенсировать это давление, разницу в этом давлении, будет дымоход. То есть когда выходит дым, он высасывает воздух. И вот сейчас я просто переворачиваю и смотрим, как, видите, пузыри, то есть засасывает воздух через этот же сам канал. Через этот же канал и идет подкачка воздуха. Все. Я сделал приточный канал, вот таких же размеров, как и горлышко. И сейчас посмотрим, будет ли засасывать воздух через вот это горлышко. Или дымоход, да? Приготовились, внимание. Как вы видите, нету ни одного пузырика воздуха. Весь воздух в бутылку поступал через приточный канал. Я в этом видео наглядно вам продемонстрировал, насколько важно в помещении иметь приточный канал. И, друзья, если у вас дымит камин или мангал в закрытом помещении, то прежде чем мне писать и обращаться за помощью, откройте двери или окно. Проэкспериментируйте с притоком воздуха в ваше помещение. Может быть, всего лишь вам надо сделать приточный канал. И этим вы избавитесь от дымления вашей конструкции. Так что, друзья, приточный канал вам будет необходим. Вы с этим все столкнетесь. 100% я вам говорю. У кого закрытая беседка, все с этим сталкиваются. На сегодняшний день это самое популярное обращение ко мне за помощью. Именно дымит в закрытой беседке. Ну, вот такая вот лекция, ребята. Так что, у кого дымит, делайте приточный канал. Как его высчитать? Да очень просто. Смотрите, на примере окна рассказываю. Так, вот так видно. Значит, окно является, ну, тоже можно считать приточным каналом. Открываете на сантиметр, смотрите, раз, потянул дым. Высчитываете площадь вот этого сантиметрового проема. Получается у вас сечение дыма, сечение приточного канала. Не тянет, открывайте на 2 сантиметра. На 2 сантиметра. Раз, потянуло.
высчитываете, получается площадь сечения приточного канала. Не надо сразу на все открывать. По сантиметру открываем и наблюдаем за поведением дыма. Лекция такая. Баранья шейка. Выкладываю мяско. Вот у меня 4 килограмма бараньей шеи. То есть 3 шеи я целых купил, чтобы на всех хватило. И вот так вот запасайтесь вот такими вот щипчиками. Вы видите, мясо чугунной решетки не пригорает вообще. Это, ребята, супер шашлык. Я что-то привык к этой решетке. Она и сама прогревается хорошо. И мясо на нем жарится. И все. Еще можно на гранитной плите прямо жарить. Смотрите, как работает мангал без костра. И вот у меня приоткрыты окна вот так, чтобы был приток воздуха. Дыма очень много. Давайте выйдем на улицу и посмотрим. Вот смотрите, сколько дыма. И сейчас ветер дует. Тоже не совсем благоприятное погодные условия для готовки. Вот дым аж сюда опускается. То есть вот видите, с трубы выходит, опускается вниз. То есть это тоже перепады давления. У нас здесь и лес рядом закручивает. Вот видно, да, как закручивает, и весь дым прямо вниз опускается. Вот видно. Так что это все тоже неблагоприятные условия погодные. Они сказываются на работе каминов и мангалов. Потому что, ребята, портал большой, дыму, чтобы продавить все эти погодные условия, перепады давления, очень сложно.